как уехал, я снял? Да, ну так что ты не уехал за угол? Типа, ну не знаю. Да, уехал бы и все. Я думал, хватит. Вот ты, блин. Все, давай. 60, чтобы ехал. Хорошо. Все, давай до граунда. Давай. Все, всем. Все. Пока. Пока. А третью включите до полного сота. Спасибо. Ну что, время без 28. У меня что, Apple Watch могут отставать. Время 10 вечера. Мы в Ростове, и у нас с двойкой начинается мини-путешествие. Мы едем. Что? Что? Нельзя снимать. Нельзя снимать, сорян. Блять, как тяжело ты пользуешься телефоном, меня так это раздражает. Да, брат, я заправлялся. Телефон в тачке был просто. Чё ты? Только что я тебе предлагаю за 4,5 тысячи. Чистая хуйня. Спасибо, брат. Ну потому что, брат, ну все, сейчас сезон, понял, сейчас, блядь, они сейчас ликуют. Потому что он, блядь, зимой за 1500 сдавал, сейчас стоит 4500. Брат, сезон. Понимаешь, да? Да, ты уже заправляешься, вот вы на выезд поехали? Я уже, да, заправился, все, уже выезжаю. Я впервые в жизни решил выехать, типа, не в 2 ночи, чтобы утром приехать, а вообще с вечера. И затестить. Если вдруг приеду прям уже утром к обеду, то уже заселяться и не буду тогда. Что, сразу к тебе на мой. Брат, на бассейне у тебя посплю там. Согласен. Ну, жди, скоро Давай, буду. давай. Давай, Эрик. Ну что, мы выезжаем из Ростова, как и планировали. После сходки рвануть туда, где есть дороги. Но, как вы заметили, я еду в соло, наедине со своей машиной. Не знаю, хорошо это или плохо, но Никитос пока что в Ростове на якоре. На самом деле я еду в Сочи, не прям в Сочи, Мне нужно будет еще слетать до Граундеда на несколько дней в Дубае, там по личным делам. Ну и может быть что-то поснимать. Ну, поснимать по-любому, там для ребят нужно поснимать, ну и может быть что-то для себя тоже сниму, поэтому я планировал, что Никитос полетит со мной, но как оказалось, он не выездной, и что-то в последний момент он начал это решать, у него там какие-то налоги, приставы, какие-то там штрафы, фиг пойми что, короче, как обычно. В смысле, когда мы покупали билеты, я на 70% был уверен, что он все равно не полетит, потому что я его 10 лет знаю. Вот, решил пораньше выехать, затестить. Может быть, получится прям быстро пролететь за всю ночь, без пробок, без потока сильного. Поэтому сейчас будем тестить. Так, вот столько съела бензина, проехал, наверное, больше 300, уже где-то под горячим ключом, 40 литров съела. Не знаю, сколько это, много, немного, вообще по барабану. С таким кайфом катаюсь на этой машине, с таким кайфом заправляю ее до полного бака, всегда, вообще не жалко. Максимальное удовольствие. Встретил тут пацанов сочинских, тоже едут в Сочи на М4. Заклеено а-ля CSL с полосками. Прикольно смотрится. Я сначала подумал, реально CSL. Но нет. Обычная. Задранная пипец. Но вид имеет. Ноздри максимально прозрачные. Блин, я такое удовольствие получаю, вы не представляете. Ну что, мы заезжаем в Сочи.
6 утра. Выехал я где-то в 10 с чем-то, не помню с чем. Потратил на это чуть больше, чем 1,5 бака. Сочи встречает немного пасмурной погодой. Полиции на въезде нет, что радует. Вот они, тоннели. Вот они. Мокрые тоннели. Судьбоносно. В Сочи мы приехали, и вот-вот в машинке стукнет 20 тысяч пробега. Климка, сори, не ругайся на меня, что палю все это. Для Климки она всегда музейная. Пробег у нее не идет, я на ней не езжу. Вот через 30 километров будет 20 тысяч. Если честно, то, что я с вечера выехал, вроде бы норм доехал, но машин все равно очень много. Как будто бы такого никогда раньше не было. Прям все время поток пустой дороги в сторону Сочи не было вообще. Да, я прям чувствую, ей тут даже дышится лучше. А я хорошая. Как приятно ехать и рулить, потому что, дорога виляет, а не потому что ямы и кочки. Это на Ростов ругают. Не могу переключить. Привет, родной. Как ты тут вообще? Красота. Вот честно, усталость есть такая чисто легкая из-за того, что хочется спать. Но вылазить из-за руля вообще никак. Настолько люблю вообще эту машину. Просто невыносимо. Ура! Доброе утро, Адлер. Ну что, мы приехали в самое главное место этого города. Почему-то тут забор. Это надо самому убирать, что ли? Не, мы-то не горды. Ляпс. Тачка грязная. По дороге в некоторых местах был дождь. И такая она вся матовая стала. Гелики здесь стоят. Все в лучших традициях. Феррари. О, нифига. Зикр в кованом карбоне. Блин, какой ужас. Я на это обратил внимание. Какой кошмар это вырезать. X5 этот, в смысле, тут уже не знаю сколько лет. Чисто на хранении. Его моют каждый день и прогревают. Это что-то лишнее реально. Вот он. Не, брат, у меня голодный желудок. Надо нормально поесть. Здорово. Ой, какая у тебя... На лучшей земле. Да. Хочешь персик? Ну давай. Спасибо. Какая у тебя крутая футболка. Я знаю. Я и сам ничего. Да? Что, будем кушать? Да, надо Пойдем. что-то. Пойдем, да? Вырубай. А что ты? Расскажи что-нибудь. Ты все нормально, время, блин, всё на нормально. секунду Я появляешься. не люблю, ты же знаешь. Я даже Ну сейчас ладно. не смотрю в камеру. Все Просто- нормально, брат, солнце светит. Жарко просто. Вот единственный минус. Ну, наверное, Жарко? плюс, Да. Да не, мне кажется, сейчас все нормально. Да? Дождик был Тридцатка. утром. Ну Все да. хорошо, все нормально. Че, как работа? Все нормально, вот Бентли раздели. А, это Бентли, я думал, это ГТР. Не, Бентли Континенталь. Ага, какой ГТР? Ну, похож, нет? Что, блядь, профдеформация, что ли? Да. А мы мою помоем? Она грязная. По-моему, ты сам решил. Ну да. Ну все. I can get to sleep. There's voices in my head. I'm trying not to breathe. Cause there's something in the air. And I've got all these questions. Ooh, I've got all these Я как будто приехал чисто в деревню, ну не в деревню, в другой город, к Дяхану, который чисто на своем вайбе двигается. Короче, что у нас тут? Камера запотела, потому что резко пошел дождь и испарения лютые прям, жарко от асфальта. Дяхан здесь. Дашь зонт, почувствую.
смотрите, какой Морган стоит. Это типа актуальная машина 23-го или 24-го года с BMW-шной начинкой. Я не знаю, вроде дорого даже стоит, но я, честно, не шарю. Неужели это кому-то нравится? В 23-24 году, в смысле, не как старая машина, а как свежая. У нее вон ручка BMW-шная. Короче, что, малыха остается тут на 3 дня, пока я улечу. Сильвия, кстати, я про Сильвию не рассказывал. Сильвия вообще сейчас в Краснодаре, ей варят новый коллектор, потому что после сходки, после Кармита он у меня весь развалился опять. Грузинский тот коллектор, и мне делают новые и пытаются успеть на граунды. Так что Слива приедет автовозом на граунды своим, короче, ходом, без меня. Следующий эпизод должен быть насыщенный, так, по планам. Балаган приехал. Ну чё, Дань, как ты? Бомба. Как тут в Сочи дела? Пару слов, пару Все слов. нормально, все под контролем. Пробка на месте, главное. Стабильно. К ручнику привык? Да? Это как суперспособность теперь в городе. Пробки на ручнике? Да я тебе говорю, это как суперспособность. Один раз ехал с типом, не буду говорить, кто он говорит. Так. Прокати меня. Я такой, да не надо, сейчас в городе там полиция, мы же уважаем, но не нарушаем. Он говорит, зеленый свет, едь. Ну, он может так сказать. Да. Я такой думал, ну когда у меня будет такая еще возможность. А я типа в городе не катаюсь, понял? Там, ну, занос сделал, как мы все делаем, и все. А тут именно с ручником я шашковал, короче, понял, манджи, в пробке, везде по городу. И понял, что в городе это очень весело, но так делать не надо. А потом ты проснулся, да? Да. Вот это люто, я вообще никогда в жизни так не ездил, чтобы ты понимал. Это была самая веселая моя покатушка. Но опять, мы так не делаем. Все, понял. Ладно, дай нам звук обратно. Короче, в Адлере изменения. Так. Сделали железнодорожный переезд, по которому вот так вот еле-еле проезжаешь. Стало хуже. Понял. Надо реально тормозить. Вот это? Да, визуально заебись, а вот стало хуже. На ходах не проехать. Да, я всегда раньше фигачил. Типа 80 проезжаешь нормально. Держим в курсе, чтобы все знали. Anyone I know. You? And will you give me warning? I'm giving you warning. Will you kill me with kindness? No. Like this.
что, доброе утро. Мы на базе. Привет, родной и жаркий. Ну как родной? Породнившийся. Не прям он близкий мне, но иногда здесь. Короче, квартира, естественно, пустая. Алинки здесь тоже не было, потому что здесь жарко. Делать здесь нечего. И у меня тут с утра началась суета. Я пришел домой, включил бойлер. Тут отдельная кнопка. Типа ты можешь ее перекрыть. Так же, как и с газом. Тут вот газ перекрывается кнопкой, не краником, а типа вот. Также я перекрывал воду, когда отсюда уезжал, на всякий случай. Проснулся, а у меня здесь лужа, там висят 2 капли. Я подумал, может быть, кто-то там из соседей в душе откинулся и вода течет. Ну типа, у нас обычно это так было там на Северном. А тут оказывается этот бойлер в потолке, и он, видимо, там что-то поломался. А я его включил, вода пошла, и он начал течь. Пришел мастер с лестницы, все зачекал. Если что, тут вот типа у нас, как сказать, билдинг из 4 домов. И тут свой офис, все свои мастера. То есть, если у тебя какие-то проблемы, там не работает кондиционер, свет, ты звонишь им на ресепшн, приходит мастер с инструментом, и все чек. В этом плане удобно, не надо никого сторонних звать. То есть, всегда приходит один и тот же человек, который как бы следит в целом за всеми квартирами, за тем, чтобы все работало. Это прикольно. Постоянно у меня спрашивают: Виталик, что за кейс? Показываю один раз. Вот его название. IM2500 это модель, которая максимально подходит в ручную кладь. Мне его купили в Англии, поэтому, скорее всего, его только где-то с Европы заказывать. И вот эти стикеры замечательные можно тоже заказать. И не обязательно с Европы. Пипец четко смотрится. По классике я иду к своему парковочному месту. Это значит, там должно стоять что-то интересное. Так и есть. Вот он, 92-я школа на 61-м месте. Пока меня нет, Довик ставит свою еще одну машину сюда. Какая она, конечно, хорошая у него. Губы, конечно, какой-то не хватает ей. Но хотя и так прикольно смотрится вроде. Целостная. Свежая, пипец. Ладно. Меня тут на период, пока я сейчас здесь, несколько дней, без машины не оставят. Ну что, готовы? Моя служебка на эти дни. Чао. Хорошая, если так. Еще лучше. Ну что нажимать? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, это что за стилек здесь нарисовался? На светлых колесах. Неплохо, да? Феррари Рома, пацанва. Ну такая, конечно, по дизайну спорная, но это позже обсудим. Автопарк Бруклинс пополняется потихоньку. В Дубае теперь у них появилась в прокате еще одна фера. Разблокирована новая машина. Да, она может там не в классическом стиле Феррари, не Италия, не F8, но она зато гран-туризмо машина, в которой в целом удобно ехать. А что надо? Та-дам! Красная на красном, на красных суппортах. И мне очень нравится, что она на светлых колесах. Багажником. Оба. Ну, спасибо и на этом. Но для как будто бы переднемоторной машины маловато. Чисто под мой кейс. Ну, в принципе. Хоккейная форма, короче, не влезет. Как ее закрыть?
в городе. Пока что не понял, как подключить CarPlay. Очень много сенсоров в салоне, даже на руле дофига сенсорных кнопок, которые то светятся, то не светятся. Не совсем пока угадываю, что тут вообще надо нажимать. Но есть вероятность, что даже если я разберусь, что именно тут нажимать, в менюхе мало чего интересного. В целом интересует только CarPlay, музыка и навигация, и все. Тут прикольное место, прям идеально телефон лег, чтобы по салону не летать. Даже тут все сенсорное. Фары, зеркала. Короче, максимально современная тачка. Даже здесь все сенсорное. Ну, естественно, монитор, который уже кокпит, без настоящих стрелок. Но как будто бы эта машина не прям какая-то спортсменка, как какая-нибудь F8 трибута, хотя тем не менее здесь 612 сил, V8, 3,9 литра, ну и естественно турбовый. Но я воспринимаю эту машину как будто Gran Turismo, Bentley Continental, не знаю, там Porsche Turbo какой-нибудь просто, который вот сел и куда-то поехал по Европе кататься. Вот у меня такое какое-то восприятие, что это не какая-то трековая машина, это чисто вот машина по трассе ехать. Она тяговитая, но при этом она как бы не какая-то там про какой-то трековый спорт. Хотя у нее рулежка относительно острая. Я думаю, это связано с тем, что у нее по-любому мотор в базе, то есть он у нее по стаканам прям внутри машины. И плюс у нее сзади коробка через транзаксель, как и в AMG GT. Ну, короче, развесовка у нее такая не мощная. И чувствуется, что она такая острая. Но это как бы, это круто. Oh, sunshine, misty morning. Look to my left and notice just as promised. Fuck. Been a minute since you've been alone. Feeling like you want it, but you don't. Something when I call you, but you're gone. Feeding on the medicine, you know. Кстати, я же не рассказал. Вот это вот моя легкая провокация в прошлых эпизодах по поводу новых дисков все-таки сработала. Весолы согласились сделать мне новые колеса. Так что мы сейчас на этапе согласования вылетов, ну вообще размеров и какого-то дизайна. Короче, ладно, не буду говорить, потому что может не получиться этот дизайн из-за того, что там чуть большая полка. Весолы красавчики. Ну и если вдруг кто-то из вас хочет себе диски, обращайтесь, естественно, к весолам, потому что они могут сделать абсолютно любой параметр, абсолютно любой дизайн. Это же круто, что ты можешь делать не стоковый параметр, там, например, на свою М-ку. Те, кто шарят, они ставят подвеску, занижают машину, и, соответственно, вылет нужен совершенно другой, потому что стоковые колеса со стоковыми параметрами, они проваливаются вовнутрь. И проставками, конечно, можно вытянуть, но проставки это не очень хорошо, это все равно идет там нагрузка на рычаги, потому что вылет нужно компенсировать шириной колеса. Короче, вот эти все нюансы весолы знают, они подскажут, что как. Ну и самое, что крутое, я недавно узнал, у них, оказывается, пожизненная гарантия на диски. Ну, то есть не на то, что вы там об бордюр их поцарапаете, а именно на саму целостность диска. Я считаю, это уровень, это показатель качества, так что оставлю, отмечу ребят в описании. Имейте в виду, кому нужны диски, пишите весол. Сейчас мы, короче, позавтракаем в Cars Cafe на автодроме. Вот я уже подъезжаю. И там вроде как должна стоять прикольная тачка. Я ее мечтал увидеть. Если ее не убрали, сейчас покажу. На автодроме всегда какая-то такая супер приятно спокойная атмосфера. Очень похож звук на F8, такой V8 турбовый, прям слышно, что он не атмосферный, не высокооборотистый. Даже старт-стоп сенсорный. Мне кажется, вот так взять в прокат с кем-то вдвоем, пополам, в Дубае вообще самое то. Комфортно, крыша на тебя не давит,
сидишь аккуратненько, сзади вещи кинул. Ну, кого-то посадить вряд ли, максимум там подружку подружке кинуть так, чтобы она разулась, залезла. И все. Покружить на яркой тачке то, что надо. Hello. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. У меня вот такой вот вид. Это раз, а это два. Это полностью карбоновый KTM X-Bow GT XR. Сейчас похаваю, чуть расскажу. Короче, обычно гоночные машины появляются из гражданских. То есть вот, например, там 911 или М4, они появились как гражданские версии, а потом из них сделали гоночные версии, там GT3, GT4. А эта машина наоборот. Она появилась чисто под трек, и потом из нее сделали версию для улиц, то есть более гражданскую версию, которая амалогирована, чтобы ездить по городу. И она полностью из карбона. Еще и в красивом фиолетовом цвете. У нее нет зеркал, вероятнее у нее где-то камеры стоят и просто на мониторы все выводится. Нету дверей, у нее просто вот так крышка с лобовым выезжает вперед и все, два полноценных кресла, ремни, все на карбоне, руль съемный, это прям стилек. У нее по сути начинка от Audi RS3 или TTRS, короче у нее 2.5 5 цилиндров мотор трубовый, который половинка от R8 V10. И все, и дофига вот типа таких элементов, как что-то по салону от Audi. Кнопки ручника. Поэтому, мне кажется, они просто дружат и сделали такую вот версию. Конкретно это еще какая-то лимитированная, я думаю, из-за цвета. Но круто, что на такой можно выскочить в город и легально поездить. И я думаю, что где-нибудь в Европе можно еще, имея такую машину, приехать самому на трек и поучаствовать в GT4 соревнованиях. Не просто в трек-дне, а именно прям в соревнованиях. Очень круто, очень красивая. И весит она где-то 200 тонн с чем-то. И в ней с этим мотором в гражданской версии 400 с чем-то сил. Much on my mental. I learned from what I've been through. I'm finna do what I didn't do and still waking up like the rest do. Not complicated, it's simple. I got sexy ladies, a whole biz full. And to them hoes, I'm everything but gentle. But I still take my time. Man, I guess I'm just old fashioned, wearing retro shit. That's old fashioned. Niggas see what I'm saying? No closed caption. I paint pics, see the shit, good sex, need a hit. Keep a bra on the floor, year round, see the chicks. I plead the fifth, drink a fifth, load the nine. Так, я нашел тут тенек. Чуть-чуть вот так просто в общем плане показать этого Рому, который в прокате работает. Как по мне, он симпатичный. Не прям он цепляет дизайном, не прям вот он прям дух захватывает, но он красивый. Очень много элементов, которые напоминают о каких-то старых версиях Ferrari. Такие всякие отсылки, типа вот этой решетки. Это из того, что я заметил. И вот этот вот, как сказать, селектор кнопки переключения передач. Прям что-то из старых Ferrari. Вот. Остальное все, конечно, современное, все на сенсоре, все модное, крутое. Сейчас я хотел проверить, что там под капотом. Та-дам! Ну да, он максимально в глубине машины, то есть до оси. Красавчик. Ferrari с огромным пуском по классике. Красивый. Короче, резко погазуем, чтобы показать, какой у нее звук. И уезжаем сразу отсюда, чтобы суету не поднимать.
Ну что, по классике настало время уделить время моим друзьям из CCD Planet. В последнее время парни очень много работают над проектом и добавляют разные фичи, но кто не знает, сейчас расскажу. На CCD Planet ты можешь зайти поиграть с друзьями, найти новых друзей, и вам точно будет что обсудить. Ведь все мы любим тачки, а там их на любой вкус. Хоть всеми любимая М2, М3, М4, хоть Нива, хоть вообще что угодно. Можете раздать боком, пошашковать, заехать с кем-то по прямой, и все это на CCD Planet. На проекте сформирован топовый автопарк, который сможет удовлетворить интересы любого автолюбителя. Кастомные винилы, возможность внешней и технической кастомизации, тюнинг. Каждый автомобиль можно настроить индивидуально под свои задачи. Многие уже знакомы с этим замечательным проектом, поэтому самое время залететь на сервер. Проект разрабатывался с душой, поэтому я уверен, что все смогут там кайфануть. Также по классике для моих зрителей доступен промокод с приятными бонусами, которые помогут вам на старте. Игру можно скачать по ссылке в описании, там же будет и промокод, и инструкция по активации. Всем удачи! Так я и не разобрался с этим рулем. Тут вот видно на солнце есть кнопки, которые иногда светятся, иногда нет. Вот, например, здесь есть круиз-контроль, но у него он по настроению, короче. Ну, те кнопки, которые светятся, они типа, ну, сейчас... О, загорелись. Короче, тут еще дофига кнопок, но я ни разу не видел, чтобы они светились. По поводу режимов. Тут есть классический набор режимов, но почему-то они стали называться простыми словами. Раньше в Ferrari там были какие-то модные, какие-то аббревиатуры, не помню даже какие. Но в общем, я покатался в разных режимах, типа комфорт, спорт, рейс. Можно вот так ее подержать, и отключается стабилизация. Я как будто бы не почувствовал разницы в этих режимах. И мне наоборот это нравится. То есть машина вот такая, какая она есть, и у нее нету вот этого вот огромного количества выбора. Там усилия педали тормоза, подвеска, то-то-то. Типа вот она какая выехала с завода. Все, она всегда такая. Типа ты едешь на ней спокойно в автомате, она спокойная. Включил лепестки. Вот так, кстати, это происходит. Так, чик, и там пульс ударился, все, ты на лепестках. Скинул себе сколько надо передач. Пошел. И все. Я так понял, что тут и подвеска не настраиваемая. Ну, короче, мне наоборот это нравится. Не знаю, как кому как. Что вот машина какая есть, такая есть. Типа нету всяких этих режимов, которые наоборот отвлекают тебя. Что, все, Рома вернулся в рабочий паркинг, будет дальше работать в прокате. Тут у нас что? Вроде как новая М2 тоже доступна для проката. Что тут еще нового? Ничего себе. Это не знаю. Но, по-моему, одна из этих машин вроде как точно тоже есть в прокате у Brooklands. Не знаю какого цвета. Так, это Skyline, это не GTR. Сейчас я тут чуть пробегусь по парковке, посмотрю, может, что новое еще появилось. О, смотрите, 4-ка, каюки, черная, брошенная, походу. Хорошая, красивая, со значком, на туманочках. Хорошо выглядит. Ну, вот этого пацана мы помним. С Илюхой мы на нем катались. Кстати, насколько я понял, кулек появился в прокате. Вот интересно на кульке покататься. Я вообще на роллсах один раз на пассажирском на кульке ездил, и все. Интересно попробовать. О, это лучшая машина. Тарга. Кто помнит? Снимали ее. Так, 2, Урус. О, этот корвет тоже снимали. Короче, как-то так, само собой. Кто прилетает в гости в Дубай, естественно, за машинами обращайтесь к ребятам в Brooklands. Лучшие условия, лучшие тачки. Ну и плюс все мы знаем Илюху Кикдаун, поэтому грех не поддержать. Ну что, все нормально? Да. Все, могу идти? Все, отлично. Все, спасибо Только большое. единственный Что? ключик у вас. А, да? ключ, точно, да, у меня сейчас, да.
все, я вернулся в Сочи. Тут вот у Эдика как раз, кстати, стоит трибута Фера F8 с точно таким же мотором 3.9 V8 битурбо, как и в Роме. Но чуть-чуть он помощнее. В Роме он дефорсирован. Я считаю, это очень удачная модель Ferrari. Она мне нравится. Она очень быстрая, я на ней катался. Кайф, чтобы вышла какая-то версия, как у 488 Pista. Какая-то более гоночная, карбоновая, более боевая. Оригинальный чехол у нее. А вот Портофино. Это продолжение Ferrari Калифорнии, которая всегда считалась типа самой доступной, самой дешевой Ferrari. Такая вот, мне кажется, Рома что-то ближе к этой машине по идеологии. Короче, хватит с этих Ferrari. Вот они, две малыхи, обе в Сочи. С ума сойти, нет? Приехали на Grounded снимать сочинский контент.